Всем доброго дня, с вами стройщик Леха, и сегодня хочу сделать необычный ролик. Этот ролик был для второго маленького канала, но так как у нас первый канал зарастает паутиной, придется чем-то его дополнять. В общем, глядя на этот стул, старый-старинный, он переезжает с квартиры в квартиру. Хочу сделать маме на день рождения подарок, давно хотела, кресло-качалку. Это будет взят как основной проект, сейчас с него сниму размеры, сделаю зарисовку и... К сожалению, из того, что найду на участке, будем что-то лепить. Думаю, будет интересно, ну я постараюсь. Работаем. И мы плавно перемещаемся в дровницу. Дровница есть, ну, можно так сказать, а камина еще нет. Но дрова уже есть, и нужно определиться с набором необходимых элементов. К сожалению, из 50-й доски толщиной это будет очень массивная наша кресло-качалка, а вот из 25-й доски вполне может получиться. Главное найти необходимое количество и необходимой длины. Если нет, придется идти на рынок, покупать доску 200 на 25 и тащить ее аж оттуда. А этого делать неохота. Так, ну охапку дров я нашел. Теперь из этих дров нужно сделать нечто красивое и сочное. К сожалению, на сегодняшний день это моя мастерская. Единственный верстак с 2020 года. Еще когда стенки возводил, как его сделал, вот он так и остался. Пока разбирать не стал, думал пригодится, вот пригождается. Мастерская вон там. Если вы не видите, значит ее еще там нет, но скоро будет. Пока должно хватить и одного верстака. Без тисков, без всего, чисто по старинке, на весу. В общем, как-то так. Нарезаем данное изделие согласно из головы взятым размером. Ну а дальше по обстановке. Необходимые доски есть, теперь их необходимо зашкурить, естественно, и можно собирать. Но они слишком ровные. Ну, то есть будет казаться, что я просто купил дощечки из IKEA и просто их собрал, напилил, собрал. Их нужно как-то отличить от всеобщей массы, чтобы это действительно был уникальный какой-нибудь предмет. В интернете нашел ролик, посмотрел, ничего не понятно, потому что было не на нашем, не на русском. Также есть картинки, где люди из дерева делают
фигуры наподобие мозаики. Ну, то есть, будто бы само дерево так выросло. Поэтому то же самое хочу повторить здесь. Что получится, ну, сейчас посмотрим. Я делаю это первый раз, поэтому строго не судим, а наблюдаем. Заготовки готовы. Все, сделали. Спинка, стул, ноги, поручни, сидуха, ну, точнее подпорка под сидуху, подпорка под подпорку, сами раскатывающие устройства, распорки. Все, осталось как-то все собрать. Естественно, все это сделано примерно здесь, примерно тут. И когда буду собирать, лишнее буду лобзиком уже по факту подравнивать. Ну да, первый блин комом, поэтому по факту. Сейчас на черновую все это пошкурю, на чистовую буду шкурить уже, когда все соберу. Потому что посмотрел один эффект интересный. Саморезы буду не закручивать, а буду прятать их в саму структуру. Поэтому чистовая будет уже в самом конце. Еще плюс где-то будут пошпаклевать, потому что вот такие вот места есть. Тут есть кое-где даже дырочки от досок. Это все буду зашпаклевывать. Но если плохо получится и мне не понравится, ну лично мне, то я лучше схожу на рынок, куплю доски 25 на 100, на 150 и на 200, 6-метровые. И из них сделаю уже, просто разберу готовое, обведу все и по размерам уже сделаю, соберу нормально. Так что в прогаре не останусь. Ну а теперь солнце почти садится, до самого вечера можно шкурить, готовить элементы, сушить их и завтра будем собирать. Погнали! Ну, готовая куча нашлифованного материала. Вот она, гладенькая, аккуратненькая, красивенькая, почти ровненькая. И вот сейчас хочу сделать вот такие красивые углы, вот, заводские.
практически. Вот обычный угол, а вот красивый. Мне на день рождения мама подарила фрезу, а жена подарила фрезу. Ну, то есть, все нужное в пользу. Вот мы сейчас их испытаем. На что они годятся. Теперь попробую из этой кучи что-нибудь сделать полезное. Не знаю, что получится. Обычный первый блин комом. У нас он будет деревянный. Но будем пробовать. В конце должно что-то получиться. Будем тыкать и испытывать. Ну что, потихоньку двигаемся. Еще парочка этапов. Следующий этап — откручиваем оцинкованные саморезы. Потом также заполняю вот этим колпачком. Следующий этап будет потом заполнение опилками промежутков, чтобы было красиво. Но самое главное, красиво должно быть вот здесь. Это лицевая часть. Все это будет заполняться. Вот, все эти будем делать красиво, прям будем делать идеально. Так, ну и сейчас плавненько перехожу к поручню. На картинке там, как стоит поручень, из него вылезает пипочка, ну, чтобы поручень не двигался. Я хочу оставить красивую часть, здесь сделать углубление и поставить так вот, и поручень еще внизать в сам массив. Должно получиться нормально. Ну и под ноги тоже будет по ноги ставить, впереди и сзади. Оставляем на ночь, а утром продолжим. Работаем.
практически готово. Остались только подшлифовать некоторые штрихи. Также были некоторые просчеты у нас с влезанием. Тут было уменьшено. В общем, булки не пролазили, пришлось подкоротить. Ни одного самореза, как видите. Все сделано на шканты. Сейчас мы их сточим. И заднюю часть немножко переделаю. Хочу нарастить. Подготовил специальные бруски. Это чтобы можно было удобнее качаться. Ну, это сейчас пилю. И еще вверху будет стык, то есть замыкающий. А так, в принципе, все. Вчера вечером забыл поснимать, извините. Опилки с клеем замазал, чтобы было красиво. И уже мамка видела свой подарок. Сказала все это обжечь и покрыть красной морилкой. Поэтому сейчас мы делаем последний подготовительный этап. Все полностью ошкурим, отрежем. Покажу еще раз. Ну и потом уже начнем обжигать. Ну вот, практически готово. Все аккуратненько, все четенько. В общем, на всякий случай прошелся я 40-кой, ну то есть 40-й фракцией шкурки, потом 80-кой и 120-й. Проверял также перчаткой, надевал, чтобы волокна цеплялись. Может, я не увидел, но нормально все. Там, где сижу, сделал на 3 раза, то есть 48, 120. А боковые части, где более-менее руки не касаются, только 40-кой и 80-кой. Ну, осталось сделать еще 3 маленьких этапа. Это все полностью покрыть горелкой. Тоже он приготовил ее. Покрыть все морилкой красной, под цвет красного дерева, естественно, и лаком. Ну, там уже, в принципе, говорить нечего. Покажу то, что получится в конце. В общем, работаем. За сегодня все, конечно, не сделаю, потому что лак должен высохнуть на 2 раза, и морилка то же самое. Поэтому смотрим в процессе, наблюдаем. Кресло полностью готово, теперь осталось эту красоту покрыть лаком. Лак буду использовать специально для пола от компании Formhouse. Лак полностью бесцветный, слегка тонизирует наше покрытие, полуматовый. Лак специально придуман для паркета, деревянных лестниц или полов. С данной продукцией Formhouse я уже детально ознакомился. Совсем недавно я покрывал себе подоконник. Все
Все, кто заходил ко мне в гости, думали, что это такой подоконник уже был куплен с завода. А вот и нет, он был полностью покрыт продукцией Farmhouse. Сначала пропиткой, а потом лаком. Эффект получился, как видите, классный. Ну а перейдя на сайт Farmhouse, вы можете знакомиться с полным ассортиментом всей продукции, где соотношение цена-качество полностью соответствует. А опытные менеджеры вам подскажут ту или иную продукцию, которая нужна именно вам. Ссылочка на весь ассортимент и данный сайт будет в описании. Ну что, готово. Первая ручная работа. Пока еще вне мастерской. Мастерская у нас вон там скоро будет. Снег почти растаял. Там буду делать столешницу под барную стойку, кухонные фасады многие ждут, стол под компьютер себе, потом на лестницу ступени, тоже хочу там же сделать. Ну и самое главное, это большой обеденный стол. Все это буду делать в мастерской, точить свои руки, пока еще кривые под золотые. В общем, это еще не первый проект, но пока выглядит вот так. Надеюсь, вам понравилось. На этом пока все. Не болейте, не скучайте, мы еще увидимся.